Три небольших изменения с выходом 3.23, плюс 10% урона за счет качества рипа, минус пирс сальт качества, минус энчант на ботинках, ссылка на эссе франта синего и красного будет в описании. Это гайд по Corruption Fever Rip чемпиону версия 2.0. Со времен 3.20 урона у билда стало в 2 раза больше за счет добавления вал версии рипа в 3.21 и Guardian Blessing 3.22. То, что билд крепкий и может играть любые моды, и так все знают, так что сразу к прогрессии. После убийства Хилока берем Spectral Throw, который будет использоваться до второй лабы. Вещи продаем преимущественно неидентифицированными, чтобы было достаточно трансмуток в третьем акте. Перед первой лабой нужно купить топор 28 уровня и скрафтить физурон. С получением адреналина в первой лабе скорость в актах станет нормальной, но сингл таргет по-прежнему будет невысок. Набирать резисты в актах не так просто, так как используемых камней много, а линковать и красить каждую нормальную вещь возможности нет. Чтобы не проседать, крафтим резы за трансмутки. Бежим до второй лабы с таким деревом и после нее респекаемся. Для респека нужно будет иметь как минимум 2 4-линка для Corrupting Fever и Kinetic Blast, но в идеале их должно быть 4. Также меняем дерево. Если до респека происходящее на экране было больше похоже на унижение, то после все стало так хорошо, что я даже добавил кадры драки с боссами. На этом с актами все, теперь к трейду. Первой покупкой должен стать Вал Рип, который в идеале надо купить в третьем акте, чтобы он был максимально возможного уровня к 8 акту. После Рипа покупаются вант и щит с плюс 1 к физгемам. Дальше идут бейс джевелы и большие кластерные самоцветы. До красных карт желательно купить перчатки со взрывами и добавить энчантный амулет с плюс 1 к физгемам. В целом билд довольно прост, за исключением поддержания стоимости Corrupting Fever чуть выше 50% от максимального здоровья для активации адреналина и скелется она от уровня гема. Пока он находится в 4-линке с лайфтапом, проблем со стоимостью быть не должно, но при объединении его с рипом в 6-линке лайфтап должен быть убран, иначе у рипа будет слишком высокая стоимость и вместе с этим упадет стоимость Corrupting Fever. Поэтому при покупке 6-линка Corrupting Fever или должен быть 21 уровня, или 20 уровня со вторым эмпавером. И да, после актов надо засунуть 6 Corrupting Fever во вторую вкладку оружия, чтобы почти гарантировать себе гем 21 уровня с Коррапта. Таким образом, КФ будет 24 уровня со стоимостью около 2100 хп. Также освободившиеся сокеты можно использовать для добавления Herald of Purity и Guardian's Blessing Pride для увеличения урона примерно на 20% по сути бесплатно, если не считать необходимости в прожимании прайда. Таким образом, Т-16 с вышеперечисленными предметами, 90 уровнем и гемами 20 уровня выглядит так, урона около 2-3 миллионов.